Наша история начинается не с первых поселенцев и не с появления великих империй. Она начинается с катастрофы глобального масштаба, произошедшей в эпоху Верхнего Миоцена, около 10 миллионов лет назад. В то время ландшафт Анатолии был ареной яростной тектонической борьбы. Три гигантских вулкана – Эрджиес, Хасан и Мелендис – возвышались над горизонтом, изрыгая потоки раскаленной лавы и бесконечные тучи пепла. Этот пепел, оседая слоями толщиной в сотни метров, постепенно остывал и под давлением времени превращался в мягкую пористую породу – туф. Но природа на этом не остановилась. Последующие извержения покрывали мягкий туф слоями более твердого базальта и андезита. Это создало уникальный слоеный пирог из камня. В течение миллионов лет эрозия, главный архитектор этих мест, вымывала мягкие нижние слои, в то время как твердые верхние плиты защищали породу под собой. Так родились перибаджалары, или дымоходы Фей. Если подойти к ним вплотную, можно увидеть годовые кольца самой планеты, полосы розового, белого и желтого цвета. Это летопись извержений и климатических изменений, застывшая в камне. Каппадокия — это не застывший пейзаж. Это процесс, который продолжается каждую секунду. Каждая песчинка, сорванная ветром с вершины скалы, это продолжение великой скульптурной рабы, начатой вечность назад. Человек пришел на эти земли, когда эрозия уже подготовила для него декорации. Первые упоминания о регионе встречаются в хеттских текстах. Хетты – народ тысячи богов. Первыми оценили стратегическое значение этих плато. Для них Каппадокия была страной Хапатуя, местом, где сходятся торговые пути и пасутся лучшие кони империи. Лошади всегда были гордостью этой земли. Само название Каппадокия в персидской интерпретации Катпатука означает «страна прекрасных лошадей». Древние народы быстро поняли, что местный камень обладает уникальным свойством. На воздухе он кажется твердым, но стоит начать его копать, и он поддается даже самому простому инструменту. Так зародилась культура жизни внутри. Люди не строили дома на земле, они вынимали лишнее из скал. Это была архитектура вычитания. Персы, принесшие сюда зороастризм, видели в этих ландшафтах божественное проявление. Огонь и камень – две стихии, которые сформировали местный характер, стойкий, скрытный и глубоко связанный с ритмами земли. Мы идем по дорогам, которые помнят сандалии воинов Кира Великого и Александра Македонского. И каждый шаг здесь – это археологическое открытие. Чтобы по-настоящему прочувствовать масштаб человеческого гения,
Мы должны оставить солнечный свет и спуститься в чрево Земли. Деринкую. Глубокий колодец. Это не просто пещера. Это 8-этажный подземный мегаполис, уходящий вглубь на 85 метров. Когда вы спускаетесь по узким влажным коридорам, пространство начинает давить на плечи, напоминая о временах, когда тысячи людей жили здесь месяцами, не выходя на поверхность. Инженерная мысль того времени поражает. Здесь была реализована сложнейшая система вентиляции. Глубокие шахты подавали свежий воздух даже на самые нижние уровни, одновременно служа колодцами для воды. На каждом этаже были свои функции. Первый и второй уровни занимали конюшни и амбары. Запах животных и сена помогал сохранять тепло. Ниже располагались жилые комнаты, кухни с общими печами и даже винодельни. Да, даже в условиях осады жители Каппадокии не отказывались от вина, которое здесь делали из винограда, собранного в долинах. Каменные двери жернова, огромные монолиты весом в сотни килограммов, могли быть закрыты одним человеком изнутри, но их невозможно было открыть снаружи. Это была цивилизация-невидимка. Враг мог стоять прямо над городом, слышать топот ног под землей, но не мог найти вход. Это вечное противостояние между миром света, где царила опасность, и миром тьмы, где теплилась жизнь. В первые века нашей эры Каппадокия стала прибежищем для тех, кто искал не только физического спасения, но и духовного уединения. Христианство нашло здесь идеальную почву. Гёреме — это сердце православного монашества. Здесь, в скалах, вырублены сотни монастырей, каждый из которых был миром в миниатюре. Самое впечатляющее — темная церковь. Название объясняется отсутствием окон, но именно это сохранило до наших дней фрески в их первозданном виде. Лики святых, сцены из Евангелия, выполненные натуральными пигментами – индиго, охрой, киноварью. Эти изображения не просто искусство, это была Библия для неграмотных. Монахи молились в тишине этих пещер, веря, что сама изоляция от мира приближает их к Богу. Мы можем увидеть крошечные кельи-столпы, где отшельники проводили годы в молитве, возвышаясь над долиной. Каппадокийские отцы Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий превратили этот суровый край в интеллектуальную столицу византийского мира. Они учили, что Бог присутствует в малом, и, глядя на эти крошечные храмы, вырубленные в исполинских скалах, начинаешь понимать, что они имели в виду. Если вы присмотритесь к фасадам самых высоких скал, то заметите тысячи маленьких отверстий, напоминающих окна многоквартирных домов. Это голубятни. В Каппадокии голубь всегда был больше, чем просто птицей. В условиях скудной вулканической почвы помет голубей был единственным эффективным удобрением, позволявшим выращивать знаменитые каппадокийские абриксы и виноград. Долина голубей растянулась между Учхисаром и Гёреме, представляя собой великолепный маршрут для пеших прогулок. Стены голубятен часто украшались яркими узорами. Считалось, что птиц привлекает красный цвет и геометрические фигуры. Владельцы голубятен имели особый статус в общине. Птицы также служили почтальонами и символами мира. Сегодня, когда химические удобрения вытеснили древние методы, многие голубятни заброшены, но они остаются важной частью визуального кода региона. Слушая хлопанье крыльев над обрывом, вы слышите эхо того времени, когда жизнь человека зависела от хрупкого союза с этими птицами. Это пример идеальной экосистемы, где человек, животное и ландшафт работали как единое целое. На севере региона, там, где река Кызылырмак делает ленивый изгиб, стоит город Аванос.
Это город мастеров, чьи руки всегда покрыты налетом красной глины. Река, чье название переводится как «красная», вымывает из берегов богатый железом ил, который уже 5000 лет служит материалом для гончаров. В мастерских Аваноса время течет иначе. Гончарный круг — это алтарь. Мастер берет кусок глины, и на ваших глазах происходит акт творения. Традиционные каппадокийские кувшины для вина имеют форму кольца. В древности их надевали на плечо, чтобы было удобно разливать вино, не ставя сосуд на землю. Это связь с эпохой хеттов, которая не прерывалась ни на день. Мастерство здесь не учат по книгам. Его впитывают с молоком матери. Каждый орнамент на тарелке, каждый изгиб вазы — это зашифрованное послание о солнце, плодородии и вечности. Попробовать самому сесть за круг значит почувствовать пластичность этой земли, ее податливость и в то же время ее характер. Аванос учит нас терпению. Глина не терпит спешки, как не терпит ее и сама Каппадокия. Есть места, где реальность окончательно капитулирует перед воображением. Долина Деврент, известная как Долина фантазий, не имеет храмов или гробниц. Ее главная ценность — формы. Здесь вы не найдете двух одинаковых камней. Один напоминает верблюда, застывшего в вечном ожидании каравана. Другой — двух влюбленных, третий — грозную птицу. Это место — тест Роршаха планетарного масштаба. Каждый видит здесь то, что хранит в своей памяти. Недалеко находится Пашабак, долина монахов. Здесь дымоходы фей имеют самые совершенные формы. Двухголовые и трехголовые скальные грибы возвышаются над виноградниками. В одной из таких скал когда-то жил святой Симеон Столпник. Жизнь в таком месте настраивает на метафизический лад. Вы начинаете понимать, почему именно здесь рождались легенды о джиннах и феях, живущих внутри камней. Когда ветер свистит в отверстиях скал, кажется, что горы разговаривают. Это симфония одиночества и красоты, которую невозможно запечатлеть на камеру во всей полноте. Ее можно только прочувствовать, оставшись один на один с закатными тенями. Мы подошли к моменту, который стал современным мифом Каппадокии. Еще затемно, когда над плато висит густая синева, сотни людей отправляются в поля. Гул газовых горелок разрезает тишину. Огромные купола шаров медленно наполняются горячим воздухом, пульсируя светом в темноте, как гигантские медузы. Полет на воздушном шаре в Каппадокии — это не просто туризм, это медитация. Когда шар медленно отрывается от земли,
Страх высоты исчезает, сменяясь чувством абсолютного покоя. Вы плывете на уровне верхушек скал, заглядывая в окна заброшенных голубетен и пещерных домов. Солнце поднимается из-за горизонта, и долины начинают менять цвет. От пепельно-серого до нежно-розового и золотого. В небе одновременно могут находиться до 150 шаров, создавая невероятный сюрреалистичный танец. Сверху Каппадокия кажется гигантским макетом, созданным безумным архитектором. Вы видите лабиринт каньонов, плато и крошечные поселения, понимая, насколько мал человек на фоне этих геологических эпох. Это час триумфа света над тенью. Момент, когда каждый чувствует себя первооткрывателем новой планеты. Две великие цитадели возвышаются над Каппадокией, как два брата-стража. Учхисар — самая высокая точка, природная скала, пронизанная сотнями туннелей. Это был верхний город, последняя линия обороны. С его вершины открывается панорама на 360 градусов. От заснеженной вершины вулкана Эрджиэс до далеких скал Гёреме. Ортохисар — его менее известный, но не менее впечатляющий брат. Этот город сохранил более аутентичную атмосферу. Здесь скала-крепость окружена узкими улочками, где местные жители до сих пор используют пещеры как склады для хранения цитрусовых и картофеля. В Каппадокии пещеры — это природные холодильники, в которых круглый год держится температура 13 градусов. Эти замки напоминают нам о временах, когда безопасность была главной ценностью. Они стоят как скелеты древних титанов, напоминая о величии павших империй. Поднимаясь на Учхисар на закате, вы видите, как тени гор ложатся на долины, и кажется, что скалы начинают двигаться. Это время историй, которые рассказывают старики в кофейнях у подножия крепости. Истории о кладах, забытых богах и ветре, который знает все. Нельзя понять Каппадокию, не попробовав ее на вкус. Местная кухня — это продолжение ландшафта. Главное блюдо здесь — тести-кебаб. Мясо с овощами запечатывается в глиняный горшок, сделанный в Аваносе, и томится в печи несколько часов. Ритуал подачи впечатляет. Офицер разбивает горшок ножом прямо перед вами. Это символический жест — освобождение вкуса из каменного плена. Виноделие – еще одна гордость региона. Виноградники Каппадокии растут на вулканической почве, что придает вину уникальный минеральный вкус. Сорта Эмир и Окюзгёдю вобрали в себя жар солнца и прохладу туфовых погребов. Ужинать на террасе пещерного отеля, глядя на зажигающиеся в долине огни – это обязательная часть погружения. Вы пробуете хлеб,
испеченный в тандыре, домашний сыр и мед, собранный на склонах гор. В эти моменты Каппадокия перестает быть просто декорацией для фото. Она становится домом, гостеприимным и теплым, несмотря на свой суровый каменный облик. За пределами популярных маршрутов Гёреме лежит Каппадокия для посвященных. Долина Ихлара — глубокий каньон, прорубленный рекой Мелендис. Здесь микроклимат отличается от плато. Внизу всегда зелено, шумят ивы и поют птицы. Спускаясь по сотням ступеней на дно каньона, вы попадаете в затерянный мир. Вдоль реки тянутся десятки скальных церквей, спрятанных в густой зелени. Это идеальное место для тех, кто ищет тишины и уединения. Долина Саганлы — еще одно скрытое сокровище. Здесь сохранились скальные храмы с уникальной архитектурой куполов, высеченных прямо из внешней части скал. В этих местах еще можно встретить пастухов с отарами овец и женщин, делающих знаменитых тряпичных кукол Саганлы. Это Каппадокия без фильтров, честная, немного грустная. Здесь понимаешь, что магия региона не ограничивается парой известных локаций. Она разлита в воздухе повсюду, где камень встречается с небом. Наше путешествие подходит к концу, но Каппадокия никогда не отпускает полностью. Она остается в памяти скрипом песка на зубах, розовым отблеском на скалах и ощущением бесконечного пространства. Это место учит нас смирению перед временем. Мы строим города из бетона, из стали, а здесь города вырублены в пустоте, и они стоят дольше, чем любые стены. Каппадокия — это напоминание о том, что разрушение может быть созидательным. Эрозия, которая уничтожает горы, создает шедевры. Ветер, который сбивает с ног, приносит прохладу. Каждый раз, когда вы возвращаетесь сюда, вы видите немного другой пейзаж. Скалы медленно меняются, как облака на небе. Уезжая, обернитесь на крепость Учхисар. Она будет стоять здесь еще 1000 лет, провожая и встречая солнце. Каппадокия — это не просто путешествие в Турцию. Это путешествие к истокам человеческой цивилизации, в место, где мы научились жить в гармонии с самой невозможной, самой капризной, но самой прекрасной природой на Земле.